Лошадь имеет одну анатомическую особенность – длинное мягкое небо, которое при активном дыхании полностью отделяет ротовую полость от дыхательных путей лошади, чтобы воздух не попал в пищеварительный тракт. Однако, когда инородное тело во рту лошади, каковым является железо, провоцирует слюноотделение, лошадь вынуждена сглотнуть прямо во время интенсивной физической нагрузки, например, галопа. Глотательное движение вызывает дорсальное смещение мягкого неба, то есть оно поднимается вверх и перекрывает дыхательные пути для прохождения слюны изо рта в пищеварительный тракт лошади. Одновременно смещаются и хрящи гортани, перекрывая вход в трахею. Таким образом, пищеварительные процессы вмешиваются в процесс дыхания. Но и это еще не все. Язык и гортань лошади являются частью гиоидного или подъязычного аппарата, поэтому любое движение языка приводит к движению хрящей гортани. В результате дыхательные пути прямо во время интенсивной физической нагрузки частично перекрываются. Обструкция дыхательных путей происходит и в том случае, когда лошадь, пытаясь избежать болезненного давления железа на кончик языка, оттягивает язык назад. А так как мягкое небо лежит на корне языка, то подобное движение языком вызывает поднятие мягкого неба, или другими словами, дорсальное смещение мягкого неба. Это смещение препятствует свободному прохождению воздуха из носоглотки в трахею лошади. Свободному прохождению воздуха в трахею будут также препятствовать сместившиеся от движения языка хрящи гортани. Если же лошадь не имеет возможности сглотнуть, то интенсивно выделяющаяся слюна не может попасть в пищевод, так как вход туда закрыт. Поэтому слюна идет в единственно возможном направлении, в гортань. Как известно, слюна является очень сильным раздражителем для слизистой гортани. К примеру, у людей попадание слюны в гортань вызывает кашель. У испытывающей интенсивную физическую нагрузку лошади приступ кашля неизбежно приведет к дорсальному смещению мягкого неба и спровоцирует приступ удушья. С другой стороны, раздражение слизистой может вызвать спазм гортани, который тем более приведет к удушью лошади. Кислородная недостаточность во время интенсивной физической нагрузки приводит к раннему утомлению мышц и, как следствие, к травмам. Даже легкое перекрывание дыхательных путей лошади во время интенсивной физической нагрузки приводит к вызванному асфиксии и отеку легких, то есть к так называемому кровотечению. Вкратце, механизм такого кровотечения заключается в следующем. При физической нагрузке лошадь пытается дышать, несмотря на обструкцию дыхательных путей, и тем самым вызывает ненормальное увеличение отрицательного давления в легких, которое в свою очередь приводит к засасыванию клеток крови из кровеносных сосудов в альвеолы легких. Грубо говоря, заполняющая альвеолы жидкость не представляет собой чистую кровь, так что это нельзя назвать настоящим кровотечением. Это отечная жидкость, которая обильно наполнена клетками крови. Таким образом, мы видим, что железо в том числе нарушает нормальную работу сердечно-сосудистой системы лошади, поскольку кровеносные сосуды являются частью этой системы. Лошадь движется в такт дыханию. Так как железо вмешивается в процесс дыхания, оно автоматически вмешивается в процесс движения. Точка равновесия тела лошади проходит вдоль вертикальной линии прямо позади 13-го грудного позвонка. От веса всадника при движении лошади эта точка смещается вперед, и лошадь становится тяжелой наперед. Одно железо или более одного железа во рту усугубляет этот дисбаланс. Во-первых, мертвый вес железа на самом отдаленном от центра, то есть дистальном участке головы лошади смещает точку баланса вперед, то есть краниально. Во-вторых, поскольку всадник напрягает повод и часто поддерживает давление железа на рот лошади, это также прибавляет вес наперед. В-третьих, лошадь способна упираться в повод. У тяжелой наперед лошади короткий шаг. Лошадь не несет себя. Перенос веса на передние ноги приводит к огромной нагрузке на твердые и мягкие ткани передних конечностей лошади и, как следствие, к различным травмам. Боль во рту от железа провоцирует лошадь на сопротивление, которое может приводить к ригидности, то есть устойчивому сопротивлению шейных мышц. То есть железо нарушает работу мышечной системы лошади. Ригидность шейных мышц абсолютно несовместима с нормальными атлетическими движениями. Например, свободная галопирующая лошадь под действием силы тяжести опускает голову и шею, чтобы помочь оторвать от земли и вынести вперед задние ноги, сохраняя энергию при помощи упругой отдачи выйной связки. Когда вес лошади на мгновение переносится на передние ноги, на этой фазе галопа происходит выдох. Существует еще один способ экономии энергии при движении. Как только голова лошади поднимается во время вдоха, поверхностная фасция, окружающая плечеголовную и поперечно-лопаточную мышцы, напрягается и тянет вперед передние ноги лошади, помогая преодолеть инерцию от кратковременной неподвижности передних ног в конце выдоха.
Этот механизм не может функционировать нормально при ригидности шейных мышц. Совершенно очевидным с точки зрения биомеханики является тот факт, что только сама лошадь в состоянии определить оптимальное для данного аллюра положение головы. Это возможно только при отсутствии железа во рту лошади и вообще полном отсутствии любого оголовья. Любой занимающийся спортом человек подтвердит, что естественное гармоничное движение невозможно без полной свободы головы и шеи.